Привет, друзья! Прямо сейчас главные новости Европы. Сегодня торговая повестка между Соединенными Штатами Америки и Европой заметно меняется. И становится очевидным, что обсуждение выходит за рамки тарифов и затрагивает более широкий геополитический контекст, связанный с Арктикой. И это еще не все. В Германии на глазах усиливаются экономические сложности, промышленность теряет позиции, а Китай начинает добиваться успехов сегментом, где ранее конкуренция считалась ограниченной. И в завершении становится заметна внутренняя диспропорция экономики Германии, когда номинальный рост зарплат не отражается на повседневной жизни, а вопрос базовых расходов и социальной устойчивости становится все более ощутимым. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня стало ясно, почему Дональд Трамп усиливает торговое давление на Европу, связывая возможные пошлины не только с экономикой, но и с более широкой дискуссией вокруг Гренландии. Германия, Франция, Великобритания и еще ряд стран НАТО направили своих представителей для наблюдательной миссии в район Арктического острова, который имеет важное стратегическое и геополитическое значение. Именно эта миссия, по мнению наблюдателей, стала фактором, который Дональд Трамп воспринял как вызов интересам Соединенных Штатов Америки в северной части Атлантики, на который он решил отреагировать более жесткой риторикой. Сейчас он объявил, что с 1 февраля на все товары из этих стран будет введена дополнительная пошлина 10%, а с 1 июня уже 25%. И что самое необычное, Трамп прямо связывает эти пошлины с тем, чтобы заставить Данию согласиться на полный и тотальный договор о передаче Гренландии Америке. То есть это не обычная экономическая мера, а попытка через торговлю добиться геополитической цели, то есть контроля над ключевой арктической территорией. В этом и заключается разногласие. Европа и страны НАТО рассматривали Гренландию как зону общих интересов, где предполагалось минимизировать торговые и политические противоречия. Но теперь пошлины стали инструментом давления, и это стало поводом уже для экстренной встречи послов ЕС в Брюсселе, где обсуждают, как отвечать, договориться или пытаться отстаивать свою позицию с риском углубить конфликт. В Германии уже пошли первые оценки, насколько это больно бьет по экономике. Представитель крупного торгового союза сказал, что предприятия будут вынуждены повышать цены, а это уже отражается на заказе и спросе. Малые фирмы, которые до этого переживали кризис, могут просто уйти с рынка, потому что издержки для них это не абстрактные проценты, а мы с вами уже понимаем, что это реальный риск банкротства. Политики уже включились, канцлер Фридрих Мерц поставлен перед выбором, либо он публично станет требовать жесткой защиты интересов немецких компаний, либо попросту закладет конфликт, опасаясь, что ответные шаги Трампа ударят по всему экспорту Германии. Я вам в прошлых выпусках уже кратко рассказывал, что сегодня между этими позициями нет легкого пути, то есть если Германия выберет слишком осторожную позицию, это может быть воспринято как уступчивость, а чрезмерно жесткий подход способен расширить разногласия за рамки торговых мер. Со стороны Брюсселя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предупредила, что такие пошлины подрывают доверие союзников и могут создать опасную нисходящую спираль в отношениях. То есть, если сейчас Европа начнет вводить ответные меры, это может запустить череду тарифных столкновений, которые больно ударят по промышленникам и потребителям с обеих сторон. Сегодня есть уже и реальные истории на уровне людей. Представьте себе владельца среднего предприятия в Баварии, который экспортировал оборудование в Соединенные Штаты Америки, и он уже говорит, что вынужден будет поднимать цены, потому что 25% пошлины делают его продукт неконкурентоспособным. Или, например, поставщик компонентов в автомобилестроении. Каждая деталь, которая раньше шла в Соединенные Штаты Америки без особых барьеров, теперь может подорожать на четверть. А как вы понимаете, это и заказы, и зарплаты, и рабочие места. Могу еще привести вам исторический пример. Помните, в торговых войнах 1930-х годов тарифы сначала выглядели как защита именно своих производителей, но в итоге стали наоборот тормозом для всей экономики. Сегодня существует риск, что решения принимаются не только исходя из экономических расчетов, но и под влиянием политических соображений. При этом даже внутри Соединенных Штатов Америки появились критики этих пошлин. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что такие тарифы вредят американским потребителям и экономике и намерен законодательно их оспаривать. И вот что особенно важно нам с вами сегодня понимать. Что это не просто торговый спор. Это история о том, как геополитика может перекрыть экономику даже между союзниками. Действительно, для Германии и Европы это испытание, так как необходимо сохранить промышленную силу, не потеряв при этом позицию на мировой арене, и в ближайшие месяцы нам с вами станет ясно, кто окажется сильнее. Страны, которые хотят диктовать условия,
то есть Соединенные Штаты Америки, или те, кто пытается найти баланс между экономикой и политикой. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня Германия снова проигрывает Китай. И это не из-за плохих условий, а из-за того, что сами китайские товары уже захватывают рынок. Я вам рассказывал и приводил статистику, что сейчас Германия импортирует из Китая вдвое больше, чем экспортирует туда. Это не минус в торговле, это прямое подтверждение, что в Китае перестали покупать немецкие машины, оборудование и технологии в прежнем объеме. И что еще хуже, я думаю, вы со мной согласитесь, что китайцы начали вытеснять немецкие компании на мировых рынках, потому что они быстрее, дешевле и более агрессивно строят цепочки поставок. Внутри Германии это выглядит так. В Баварии, в землях, где, вы знаете, стоят заводы и где 20-30 лет все держалось на экспорте, компании перестают получать заказы. Представьте себе, сначала это вроде бы было незаметно, но один контракт не продлили. Потом исчезает второй, а дальше уже реальная боль для бизнеса и для финансов. Это сокращение, закрытие линий, отток технологий. И эта реальность уже не про рекордные показатели, о которых все так мечтают, а про людей, таких как мы с вами, которые утром идут на работу, а вечером узнают, что их больше там не ждут. Почему же так происходит? Я думаю, вы уже догадываетесь, потому что Китай уже не просто производит дешевые вещи, он делает то, чего Германия не успевает сделать. Он собирает целые цепочки вокруг своего рынка, Китай инвестирует в логистику, в инфраструктуру, в свои бренды, в технологии, которые быстро копируют то, что раньше считалось немецким качеством. И тут Германия попадает в ловушку. Мы с вами можем быть отличными инженерами, но если рынок меняется быстрее, чем мы с вами перестраиваем свое производство, тогда что происходит? Правильно, мы начинаем проигрывать не в силу обстоятельств, а по собственной инерции. И это уже видно в цифрах, как я сказал. Экспорт Китая падает, импорт растет. Представьте, как это, если бы у вас в семье раньше был доход, например, 10 тысяч, а расходы 15 тысяч, и вы говорите себе: да, ничего, мы же сильная семья, переживем. Но вы же взрослые люди и понимаете, что это не переживем, это значит, что вы постоянно теряете контроль над ситуацией, и рано или поздно придется сокращать расходы или вообще менять образ жизни. И тут появляется конфликт, то есть Мерц против Брюсселя. Канцлер Фридрих Мерц давно говорил, что Германия должна выходить из зависимости от одного рынка и строить собственные цепочки, то есть вернуть стратегию. Так? Но Урсула фон дер Ляйен и Брюссель при этом продолжают делать ставку на правила и на зеленый курс, который для многих компаний становится дополнительным тормозом. И вот тут начинается настоящий конфликт. Мерц говорит: мы теряем рынок, значит надо защищать промышленность и давать ей время. Брюссель говорит: нельзя жертвовать климатом ради экономики. Но обратно же, проблема не в климате и не в правилах. Я думаю, вы со мной согласитесь, что проблема в том, что в мире уже не выигрывает тот, кто делает лучше, а тот, кто делает быстрее и дешевле. И если Германия не перестроится, то когда рынок станет еще более конкурентным, то немецкие компании просто не выдержат. Пример из реальной жизни. Думаю, вы помните, как в те 1990-е годы Германия выигрывала на теме «качество плюс масштаб». Сейчас же китайские компании делают то же самое, но без немецких издержек, то есть без больших зарплат, без сложной бюрократии, без того же подхода «мы так привыкли». В итоге немецкая машина уже не лучше, а просто дороже. И в массовом сегменте, вы знаете, покупатель выбирает цену. Иначе китайские автоконцерны так быстро не расширялись по всему миру и в Европе. И это я имею в виду не только про автомобиль. Это про промышленное оборудование, электронику, те же компоненты. Германия потеряла конкурентное преимущество, потому что не успевает менять модель экономики. Что это значит для обычных людей, то есть для нас с вами? Это означает, что так называемая германская стабильность не вечная. Если экспорт падает, значит меньше налогов, меньше инвестиций, меньше рабочих мест. Меньше того, меньше всего. Это значит, что региональные экономики, которые живут вокруг заводов, начнут терять смысл. И в этом контексте вопрос уже не почему так получилось. Вопрос в другом. Я вас спрашиваю, кто будет отвечать сегодня за стратегию Германии? Потому что если Германия не перестроит свои цепочки сейчас и не начнет сегодня, а не завтра защищать ключевые отрасли, то ситуация будет повторяться снова и снова и снова. Китай будет продолжать расширять свое присутствие на рынках, тогда как Европа сосредоточится на регулярной повестке и климатических целях, рискуя потерять часть промышленного производства. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии зарплаты растут, но почему-то люди этого не ощущают. По данным, которые сейчас обсуждают экономисты, номинальные доходы, внимание,
с 2016 по 2024 год выросли примерно на 27%. Но реальный доход, то есть то, что остается после инфляции и роста цен, почти не изменился. Это значит, люди, то есть мы с вами работаем больше, а жить стало нам не легче. Почему так происходит? Все просто. Наша зарплата съедает три больших, назову так, поглотителя. Это жилье, страховки и повседневные наши расходы. Первый удар – это, как я уже сказал, аренда и жилье. В крупных городах цены на аренду выросли гораздо быстрее, чем зарплаты. В Берлине, например, аренда подскочила почти на 90%, в Лейпциге на 74% и в Мюнхене на 53%. И это не где-то там, это прямо в тех местах, где люди живут и работают. В результате зарплата вроде бы выросла, но обратно же на жилье теперь приходится тратить заметно больше. И это меняет реальную жизнь. Приведу пример еще. Программист в Берлине, который в 2016 году мог позволить себе квартиру 78 метров квадратных, сегодня с такой же зарплатой часто вынужден выбирать квартиру в 64 метра квадратных. Это не про комфорт, это про то, что рынок жилья перестал подстраиваться под людей. Второй поглотитель – это страховки, особенно наша с вами медицинская. В Германии взносы на здравоохранение сейчас составляют примерно, вы знаете, 17,5% от брутто зарплаты. И за последние годы они выросли заметно. Это деньги, которые каждый месяц уходят автоматически до того, как человек успевает что-то спланировать. И сразу перейду к третьему фактору – это повседневные расходы. С 2020 по 2024 год цены на продукты в Германии выросли примерно на треть. То есть то, что раньше было обычной покупкой, теперь превращается в заметную статью бюджета. К тому же дорожает транспорт. Даже я вам рассказывал о льготном проездном Deutschland Ticket. Связь, одежда, то есть то, без чего современному человеку просто не обойтись. Этот список мы с вами можем продолжать до бесконечности. И вот здесь возникает главный конфликт. Внешняя экономика выглядит стабильной, но внутри семьи начинается борьба. Я имею в виду, что сегодня люди не получают прирост качества жизни. Они получают прирост расходов. Но согласитесь, это не тот прирост, о котором мы с вами мечтали. Есть еще реальные истории. Например, молодая пара рассказывает: аренда 850 евро в месяц, продукты 450-500 евро в месяц, страховка и коммуналка еще сотни евро. И на крупные большие покупки приходится копить годами, если вообще получается что-то отложить. Это уже не про экономические тренды, это про жизнь, которая становится просто напряженнее. Это то социальное напряжение, которое со временем начинает отражаться в общественно-политической дискуссии. Люди начинают понимать, что средний класс – это не про статус, а возможность жить без постоянного стресса из-за денег. И вот тут приходит время, и в игру вступают политические фигуры. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит, что рост расходов на жилье и страховку нужно контролировать, иначе экономика начнет съедать сама себя. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает: Европа не может отступать от своих целей, даже если это тяжело для семей и бизнеса. То есть конфликт очевиден. С одной стороны, это экономическая реальность, в которой мы с вами сегодня живем. С другой, это политическая логика. И пока стороны не найдут тот баланс, люди будут ощущать пустоту в кошельке, несмотря на рост зарплат. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.